Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Вот такой симпатичный беретик вы сможете себе связать, если вы посмотрите мой мастер-класс. Ушло на этот берет у меня около 100 граммов, чуть даже меньше, так что расход небольшой. Беретик получился такой легкий, он не очень толстый, но как раз вот на осень, которая только начинается. Да? Сделала я здесь вот такой двойной ободок, поэтому по головке у вас получается такой двойной, чтобы покрепче держался беретик. Ну вот все, что я хотела вам показать. Пожалуйста, кому понравился, смотрите мой мастер-класс. Лето уже прошло. Как бы мы этого не хотели, осень придет, зима придет, и мы с вами начинаем вязать уже зимние вещи. И сегодня я вам предлагаю связать еще один берет на осень. Значит, использовать я буду вот такую пряжу. Это испанская пряжа фирмы Катя. Называется она Basic Merino. Значит, у нее здесь состав 52% овечьей шерсти и 48% акрила. Значит, в 50 граммах примерно 120 метров. Я думаю, вот эта пряжа хорошо подойдет для такого не очень теплого, но беретика для осени. Значит, пряжа. Значит, я возьму спицы. Здесь написано рекомендуемые спицы. Здесь у нас 3,5-4 миллиметра. Значит, я возьму 3,5 миллиметра. Это для резинки. А 4 они рекомендуют. Но я возьму 4,5 для основного вязания. И потом я вам объясню, почему я это делаю. Значит, что вам надо первое сделать? Вы возьмете сантиметр и померите свой обхват головы, как вы хотите, чтобы у вас сидел жилетик. У меня это 56 сантиметров, значит, я буду вязать на 56 сантиметров обхват головы. Что вам надо сделать? Значит, возьмете свои спицы для резинки и свяжите образец резиночки. Вот я его связала на спицах 3,5 миллиметра. Вот такую резиночку 2 на 2. Вы свяжите свой образец и померьте плотность вашего вязания. И чтобы вот так вот резиночку, когда будете мерить плотность, она была вот в натянутом состоянии, потому что беретик должен довольно плотно сидеть у вас на голове. У меня получилась плотность вязания в 10 сантиметрах 19 петель. То есть в 1 сантиметре у меня получилось 1,9 петель. Вот я покажу свои расчеты, да. Значит, смотрите. Вот у меня померила 1 сантиметр 1,9 петель. Умножаю 56 сантиметров на мою плотность вязания. И у меня получается 106,4 петли. Количество петель при вязании данной модели берета должно делиться на 8. Поэтому определяем ближайшее число, которое делится на 8. У меня это 104 петли плюс 1 петелька для закрытия вязания в круг. Почему количество петель должно делиться на 8, я вам объясню чуть позже. Значит, мы набираем 105 петель на спицы. Значит, я это уже сделала. Вот смотрите, я взяла спицу, просто длинную спицу, и набрала на нее 105 петель самым обыкновенным способом. Значит, чтобы вы не ошиблись, вот хвостик надо здесь правильно подобрать, чтобы у вас не пришлось, получится так, что не хватит ниточки, да, вам придется по новой набирать петель. Как я делала? Вот у меня 105 петель, я условно беру это 105 сантиметров плюс 10-15 сантиметров, чтобы вам хватило этого хвостика. Значит, если 105 плюс 10, метр 20. Вы берете метр 20, вот вы отмеряете от конца метр 20, набираете петельку и набираете количество петель. У меня это 105 петель. Вот я их уже набрала. И, значит, как мы будем дальше делать? Вот вы сейчас берете спицы нужного вам размера. Это вот у меня, как я сказала, на резинку это у меня 3,5 миллиметра. Я начинаю набирать. И с самого начала я начинаю вязать свою резинку. Вот у меня резинку 2 на 2. 2 лицевых, 2
изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Так я буду вязать до конца ряда. И в конце ряда у меня должно будет остаться одна петелька, которая у нас специально мы ее набирали для замыкания нашего вязания в круг. Давайте вот вы свяжите, проделать эту работу, и дальше мы с вами встретимся. Ну, смотрите, я провязала первый свой ряд и поделила примерно петли на глаз пополам, вытащила вот леску, потому что мы будем вязать способ Magic Loop. И здесь вот в конце моего ряда осталась, видите, вот одна петелька, она не провязанная. Это вот та петелька, которую у нас мы экстра дополнительно набирали, чтобы соединить наше вязание в круг. Вот я сейчас снимаю вот эту петельку с правой спицы и одеваю ее на левую спицу. И через нее протягиваю первую спицу на левой, то есть, да, через петельку на левой спице. И вот у нас получилось что вот эту петлю мы закрыли в круг наше вязание. Единственное, что мне вот соскочила одна петля, но это сейчас легко исправить. Я сейчас ее одену сюда, и мне надо ее провязать еще последнюю петлю изнаночной, вот так как я вяжу резинкой 1 на 1. Вот я ее провязываю изнаночной и протяну назад. Все, вот мы закрыли наше вязание в круг. Вот у меня начало ряда, где у нас ниточка. И теперь мы продолжаем вязать дальше. Опять, вот видите, у нас первая лицевая. Вот я продолжаю вязать лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Итак, мы вяжем с вами вот эту резиночку 2 на 2 спицами 3,5 миллиметра на высоту примерно 10 сантиметров. Потому что наш берет, вот резинка, которая будет облегать нашу голову, она будет как бы с отворотом. Поэтому основная ширина будет 5 сантиметров. Но так как я хочу связать ее вдвое, то резинку надо сейчас провязать на высоту 10 сантиметров. Я думаю, сейчас тут пока все понятно. И вы сможете сами самостоятельно справиться. Значит, мы вяжем сейчас спицами 3,5 миллиметра резинку на высоту 10 сантиметров. Когда мы это все свяжем, я вам покажу, как мы будем переходить к вязанию уже основной части берета и перейдем на вязание нашего узора. Ну вот смотрите, моя резиночка уже готова. Вот я ее связала на высоту, как мы договаривались, 10 сантиметров. Теперь мы должны с вами переходить на вязание уже основного узора для берета. Вот я на образце уже связала, покажу вам примерно, что у нас будет, да. Вот такое у нас будет. Они даже не совсем обыкновенные косички. Если вы присмотритесь, видите, они не просто пересекаются, переплетаются. Это такой сделан узор. Я вам покажу, как он вяжется. Значит, переходить на него будем мы следующим образом. Значит, во-первых, мы берем спицы большего размера, да, как мы договаривались. Резинку я вязала на 3,5, сейчас я беру 4,5 миллиметра. Значит, мы начинаем наш ряд, и здесь мы повесим уже маркер, чтобы знать у нас, где начало ряда, чтобы не путаться. И вот я беру теперь спицы большего размера, и я вам говорила, что количество петель у нас должно делиться на 8. Вот у нас 2, 2, 2 и 2. Вот эти 8 петель, это будет наш раппорт. Но раппорт у нас 12 петель. Поэтому сейчас будем первый ряд вязать. Из каждых 2 петель мы будем провязывать 3 петли. Это будет так называемый наш установочный ряд. И как мы это будем делать? Вот я провязываю лицевую 1, из протяжки лицевую 2 и 3. Вот из 2 мы связали 3. Также изнаночные 1, 2, 3. 5 лицевая 1, из протяжки 2, 3, изнаночная 1, из протяжки 2 и 3. Итак, мы провяжем с вами
вот этот первый ряд. Ну вот, первый ряд я провязала. Значит, количество петель у меня увеличилось в 1,5 раза. Если все правильно сделали, у вас должно быть то же самое. Значит, у меня было 104 петли, сейчас у меня 156 петель. И раппорт моего узора 12 петель. Значит, у меня будет 13 раппортов. Значит, вот схема нашего узора. И вот смотрите, первый ряд мы уже с вами провязали. Вот этот установочный, он тоже считается. Второй ряд, третий, четвертый, пятый и шестой мы вяжем так, как смотрится у нас петли. Значит, у нас сейчас получится 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных и так дальше. Значит, здесь указано у меня только нечетные ряды на схеме. Значит, если вы вяжете по кругу, значит, вы 1, 2, 3, 4, 5, 6 вяжете так, как смотрятся у вас петли. Если вяжете поворотным вязанием, значит, нечетные ряды, естественно, вы будете вязать с изнаночного ряда тоже, как они смотрятся. Вот, но они будут зеркальным отображением. Значит, это не столь важно. Сейчас мы с вами провязываем еще 5 рядов. И потом переступим уже к основной части вот этого узора. Он несложный, я вам покажу, как это делается. И вы сможете сами это продолжить, довязать наш беретик. Мы продолжаем. Значит, мы с вами связали вот эти 6 рядов. Я немножко перерисовала схему, но для вас пока ничего не меняется, да, так что не пугайтесь. Значит, мы провязали с вами 6 рядов. И сейчас мы подошли к 7 ряду. Вот 7 ряд, где начинается наше перекрещивание. Вот такое обозначение вправо. Это значит, что идет перекрещивание вправо. Вот эти 3 петли, которые вот здесь, они должны передвинуться вот на это место. Вот как бы вот это обозначение показывает, что вот здесь вначале будут 3 петли, а вот эти 6 петель, они уйдут как бы назад. Поэтому мы должны сейчас вот эти 3 лицевых петли переместить на первое место, а вот эти 6 петель мы перемещаем их как бы на второе. Значит, мы должны привязать первыми 3 лицевыми, а потом вот эти 6, которые впереди. И как это делается? Вот смотрите, вот у меня начало ряда. Значит, для этого потребуется дополнительная спица. У меня есть для этого специальная спица, но у меня ее как бы нет в наличии, потому что я сейчас не дома. Но я взяла другую спицу, и я покажу вам, как это делается. Значит, мы берем вот эти 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, которые мы должны будем провязать во вторую очередь. А сейчас, неправильно сказала, перед тем, как их переснимать, я должна спицу под ниточку пропустить, видите, под. И потом переснять вот эти 6 петель. А вот эти 3 петли, которые у нас остаются здесь, мы их должны провязать будем в первую очередь. Вот видите, у меня нитка здесь. Я беру свою спицу и провязываю 3 петельки лицевыми. Раз, 2, 3. Я провязала 3. Теперь вот эти 6 петель, которые у нас были на дополнительной спице, мы их переносим обратно на левую спицу. И теперь мы их провяжем. Провязывать мы смотрим по рисунку. У нас 3 лицевых, потом 3 изнаночных, 3 лицевых. Здесь будет меняться, вот, потому что вот эти у нас первые 3 лицевые, мы их провяжем как 3 изнаночные. 1, 2 и 3. И потом вот эти 3 изнаночные провяжем 3 лицевые. И вот у нас получилось вот это перекрещивание. Видите, у нас 3 петельки отсюда ушли вперед, вот они первые, а 6 петель, которые были в начале, они ушли на второй план, на второе место, и они вот теперь в конце. Дальше у нас идут вот эти 3 изнаночные петли, закрывают наш раппорт. Ну вот как видите, я здесь добавила еще одну изнаночную, и вот в этом ряду, там где было 3 изнаночные, мы добавим еще одну, потому что у нас это беретик, и надо, чтобы немножко расширялся. Как я буду делать? Вот здесь у меня 3 изнаночные. Я возьму вот эту вот нижнюю как бы изнаночную, вот видите, вот подхватила ее, одела на спицу и провяжу ее тоже изнаночную.
И потом 3, которые уже были. 2, 3. Вот мы первый раппорт провязали. Теперь дальше. Берем опять нашу дополнительную спицу. Опять, как я сказала, провожу ее под ниточку. Переснимаю 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь провязываю 3 лицевые. 1, 2, 3. Возвращаю вот эти 6 петель обратно на левую спицу. И провязываю их. Значит, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Вот это будет видно, видите, мы 3 лицевых. Теперь 3 изнаночных и 3 лицевых. 3 лицевых. Здесь, где у нас 3 изнаночные между раппортами, опять добавляем 1 петельку. Вот эту я подхватываю из предыдущего ряда, одеваю ее на спицу и провязываю еще 1 дополнительную изнаночную. И теперь у нас между раппортами 4 изнаночных. Вот они здесь у меня, видите, вот она добавилась 1 петелька. Вот мы ее провязали. Сейчас мы довязываем вот этот 7 ряд до конца, так же как мы вязали. И потом 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 будем вязать все, как у нас смотрятся петельки. Ну вот я провязала 14 рядов. Вот посмотрите, что у меня получается, да. И в 15 ряду мы сейчас опять должны будем делать перекрещивание. Вот по схеме это выглядит так. Вот смотрите, мы довязали с вами вот 13 и 14. Теперь у меня 15 ряд. И здесь мы будем опять делать перекрещивание. Ну вы поняли, вот до 15 ряда мы вязали. И у нас уже получилось 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 4 изнаночных. Такой у нас был раппорт, да? 3, 3, 3, 4. Опять 3, 3, 3, 4. И так мы вязали вот эти наши 1, 2, 3, 4, 8 рядов, да? Четно, нечетно, четно, нечетно и четно, нечетно. Теперь у нас 15 ряд, и мы будем делать перекрещивание опять, да? Значит, в данном случае мы сейчас будем делать перекрещивание, видите, вот влево, да? Вот у нас идет так, как бы влево наверх. Значит, вот эти 3 первые петельки, мы должны будем их перекрестить влево. То есть мы их провяжем в последнюю очередь, а в первую очередь мы должны будем провязать наших 6 петель. Поэтому что мы будем делать сейчас? Сейчас я беру опять дополнительную спицу. И вот эти 3 петельки. 1, 2, 3. Так как мы будем перекрещивать сейчас влево, они у нас остаются перед работой, да? А вот дальше, значит, я пишу маркер, мы теперь провязываем. Смотрим у нас по схеме. У нас 3 лицевых. Значит, вот эти изнаночные мы меняем на лицевые. Вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Теперь мы возвращаем вот эти 3 петельки наших на левую спицу опять. И провязываем эти 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. Вот мы с вами опять сделали перекрещивание, но уже влево. Дальше мы смотрим по схеме. В этом ряду, в 15 мы опять добавим между раппортами, то есть между перекрещиваемыми косичками, еще 1 петельку. Значит, мы делаем то же самое, как мы делали в предыдущем перекрещивании. Опять я беру вот эту изнаночную, видите, вот с предыдущего ряда, одеваю ее на спицу и провязываю изнаночным. И теперь у нас между будет уже 5 изнаночных петель. Вот, на схеме я это нарисовала, да? 1, 2, 3, 4, 5. Значит, у нас сейчас мы будем вязать, теперь добавляется 1 петелька, и будем вязать таким же образом до 21 и 22 ряд, да? Сейчас до 23 ряда. Сейчас еще раз я вам покажу. Значит, мы берем 3 петли, переносим ее на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Потом мы провязываем 6 наших петель, и они у нас идут сначала 3 лицевых,
Раз, два, три. То есть они меняются. Лицевые на изнаночные, изнаночные на лицевые. Потом 3 изнаночных. Раз, два, три. Теперь возвращаем вот эти 3 петельки опять на левую спицу. И провязываем их лицевыми. Раз, два, три. И здесь опять мы добавляем одну петельку. Вот я поднимаю изнаночную, одеваю ее на спицу и провязываю изнаночные. Раз, два, три, 4, 5. Значит, у нас между косичками сейчас будет по 5 изнаночных петель. Итак, мы сейчас с вами будем вязать. Значит, мы свяжем 15 ряд. Не забывайте везде добавлять одну петельку. Потом 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. В 23 ряду вы опять делаете перекрещивание так же, как мы делали первый раз. Тоже уже у нас перекрещивание вправо. И добавим еще одну петлю. Добавим шестую. И у нас будет 6. И будем вязать 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Значит, мы свяжем до 30 ряда. И там мы с вами встретимся, я посмотрю, хватит ли нам этого. Или мы еще будем дальше вязать, или уже будем наоборот убавлять эти петли. Теперь, значит, при первом, вот когда мы вязали первое перекрещивание, добавила по одной петле, значит, у меня добавилось 13 петель, так как у меня 13 раппортов. Значит, тут у меня получилось 156 плюс 13, 169 петель. Второй раз я опять, у меня добавится еще 13 петель. Это вот сейчас мы будем делать, у меня добавится еще 13 петель. Это уже у меня будет 182. И третий раз, как мы договорились, вот здесь в 23 ряду я добавлю еще 13 петель. Это у меня будет 195 петель на спицах. Не знаю, сколько у вас, но вы как бы посмотрите. Я не знаю, как у вас изначальное количество. Значит, мы сейчас с вами вяжем 15 ряд. Я вам показала, как вязать. Продолжаем по схеме. В 23 опять перекрещиваем. Продолжаем по схеме, добавляем одну петельку. И встречаемся с вами после того, как мы свяжем 30 рядов. 29 нечетный и плюс 30 четный. Перед 31 рядом. Ну, вот я связала свои 30 рядов, как мы с вами договаривались. Теперь мне надо будет вязать 31 и дальше будем продолжать. Вот посмотрите, что у меня уже получается. Вот это будет то, что у нас на голове. И вот мой берет, он как бы раскрывается, да. И вот этого достаточно, я думаю. Теперь мы, начиная с 31 ряда, вот я схему немножко даже ее добавила, потому что у меня уже не хватает, да. Значит, с 31 ряда. Вот сейчас мы с вами будем вязать 31 ряд. Мы в 31 ряду, мы вот там, где у нас 6 петель между косичками, мы теперь одну убавим. Потом в следующем 39 мы еще одну убавим. И в 47 мы еще убавим. Мы дойдем до тех пор, пока у нас будет здесь 3 петельки между косичками. То, с чего мы начинали в самом начале. Вот если вы помните, начало нашей схемы у нас было здесь 3 петельки. Значит, сейчас мы вяжем 31 ряд. Это, ну я вам сейчас немножко напомню. Так, 31 ряд у нас перекрещивание влево. Мы берем дополнительную спицу. Я беру вот эти 3 первые лицевые, оставляю их перед работой, за работой, то есть перед работой, и вяжу, значит, 3 лицевых. Раз, два, три. 3 изнаночных. Раз, два, 3 изнаночных. И возвращаю вот эти 3 лицевые петельки на левую спицу. И провязываю лицевыми. Раз, два, 3. А вот эти следующие 6, как мы сказали, мы одну должны сократить.
Значит, первые 2 изнаночные я провяжу вместе одной. Получается 1, 2, 3, 4. Это у нас будет происходить в 31 ряду, как я сказала, и у нас теперь будет 5. Потом мы вяжем опять по схеме, в 39 еще одну сократим, будет 4 и так дальше. Значит, мы сейчас свяжем с вами 47 рядов, и потом мы с вами встретимся. Продолжаем. Вот видите, наш беретик уже даже какие-то очертания появляются, но мы уже почти его закончили. Нам сейчас вот этот круг мы закроем и сможем посмотреть на результаты нашей работы. Значит, мы остановились с вами на том, я сказала, что мы свяжем с вами до 47 ряд, свяжем, сделаем последнее переплетение и сократим еще одну петельку между косичками, чтобы у нас осталось 3. Я связала 47 и 48 еще, да, четный ряд тоже. Теперь мы в 49 ряду. Сейчас мы будем делать с вами сокращение. Значит, мы будем делать из каждых 3 2 петли, то есть из 3 лицевых 2 лицевых, из 3 изнаночных 2 изнаночных и так дальше. Мы опять по кругу будем делать с вами сокращение. Чтобы вернуться к начальному нашему, мы когда начинали берет, мы начинали его вязать резинкой 2 на 2. И вот мы сейчас к этому должны с вами вернуться. Здесь, я думаю, ничего сложного не должно быть у вас, да, начну на всякий случай, да. Вот у нас 2 лицевых. Тут в принципе не важно, я просто делаю вот из первых 2 лицевых я делаю одну, третью провязываю лицевой. Из первых 2 изнаночных я делаю одну, третью просто провязываю. И так вот весь ряд, да, чтобы у нас получилось 2 лицевых 2 изнаночных, 2 лицевых 2 изнаночных по всему кругу. Вы сейчас тоже провяжите вот этот ряд. Это у нас сейчас получается 50 ряд. Потом мы свяжем еще, вот смотрите, это у нас уже 50, когда мы сокращаем, свяжем 51, 52, 53 и 54. Значит, мы сейчас свяжем еще 4 ряда. Ну вот, я провязала, как мы договаривались, в 49 ряду мы сократили, то есть из 3 сделали 2 петельки. Единственное, что я сказала, что свяжем 6 рядов. Вы знаете, 6 многовато, достаточно 4. Значит, в 53 ряду, значит, мы сделали 49, 50, 51, 52, а в 53 мы опять начнем сокращать. Мы из 2 лицевых сделаем одну, из 2 изнаночных одну, из 2 лицевых одну, из 2 изнаночных одну. И так мы провяжем 54, 55 и 56, еще 4 ряда, да. Значит, мы будем сделать сокращение теперь, сократим уже петли наши вдвое. То есть вот из 2 лицевых я делаю опять вот так же одну лицевую, а из 2 изнаночных одну изнаночную. И у нас теперь получится резинка 1 на 1. Итак, мы с вами провяжем 4 ряда. Ну, вот видите, что у нас получается. Нам осталось провязать с вами последние 4 ряда. Из них, вот в первом из этих 4 рядов мы сейчас свяжем по 2 петельки вместе, да? Будем вязать все лицевыми. Лицевой с изнаночной, лицевой, лицевой с изнаночной, лицевой. Итак, мы сократим опять все наши петли вдвое. Потом второй ряд провяжем просто лицевые. В 3-м ряду мы опять свяжем лицевыми попарно и сократим еще раз петли вдвое. И 4-й ряд мы его провязывать не будем. В 4-м ряду мы все петли стянем на ниточку и закроем нашу макушечку. Вот давайте я сейчас провяжу еще 3 ряда и покажу, что у меня получается. Вы сравните со своим результатом, и на этом будет наш берет закончен. Значит, мы сейчас свяжем с вами условно 3 ряда. Первый ряд попарно петельки, а второй ряд просто лицевые. 3-й ряд опять попарно, и в 4-й ряд мы просто уже соберем все наши петли на нитку с иголкой и их стянем. Давайте будем дальше делать. Ну все, я свои ряды все провязала. У меня осталось сейчас на спицах всего 13 петель. Вот эту ниточку сейчас мы можем оборвать.
берем иголочку, вставляем туда ниточку и собираем все петли на иголку. Значит, собирать вы начинаете с той петли, которую вы только что провязали последнюю. Потому что если вы начнете здесь, потянете, здесь у вас начнет распускаться. Значит, вот так вот мы делаем. Вот петельку за петелькой. Раз у меня, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь. И разворачиваемся. И тут у меня получается 7, 8, 9, 10, 11, чуть не потеряла, 12 и 13. Все. Мы теперь стягиваем. Вот здесь вот мы стянем. И красиво закончим, заправим наш кончик. И в принципе вот у нас наш беретик готов. Вот тут он смотрится, если смотреть так на него сверху. Если вы развернете, то он будет смотреться так. Вот здесь у нас двойной наш оборот вокруг головы, да. Он дает нам, во-первых, теплее нашим ушкам будет, да, и будет более плотный этот беретик держаться на нашей голове. Теперь мне останется его только постирать, подсушить и ждать осени, и можно будет носить. Я буду очень рада, если вам понравился мой мастер-класс. Если вы также свяжете себе на осень вот такой легкий беретик. Он получился очень легкий, воздушный. На него ушло всего меньше 100 грамм. Вот у меня остался еще клубочек. Это от 100 грамм. У меня было 2 моточка по 50 грамм. Так что он, в принципе, очень легкий. Вот на такую не очень холодную осень. На сегодня все, что я хотела вам сказать, показать. До новых встреч. С вами была Светлана. Пока-пока.